Машиностроение – это, можно сказать, основа, фундамент развития страны. Взять, например, Москву. На улицах транспорт, строительство, высокотехнологичные заводы. Все это машиностроение. В прошлом году, несмотря на непростые экономические условия, высокие ставки, отрасль развивалась. Электроника, вагоностроение. А что, например, в сфере добычи полезных ископаемых? Вот об этом сегодня и поговорим. Далее наша первая история. Покорители гор. Вот, пожалуй, это выражение справедливо не только к альпинистам, но и для тех, кто, например, добывают полезные ископаемые. Ведь они тоже укрощают породу. Вот им в помощь вот такое горно-шахтное оборудование. И не только такое, как его производят в Екатеринбурге, мы сейчас и покажем. Сначала, еще в 1958 году, завод лишь разрабатывал оборудование. Сейчас производит сам, и не только железо. Система автоматического управления на этом станке также разработана нашими специалистами и программное обеспечение. И вот здесь я немного остановлюсь, потому что это именно такой уникальный момент, что таких систем нет у аналогов зарубежных. То есть это не просто какой-то, да, вы заменили импортное, а вы превзошли это? Да, да. Даже есть такой интересный факт, как что данным станком можно управлять с телефона. А система поощрения машиниста за перевыполнение плана автоматически увеличивает зарплату. Собственно, а какое оборудование производят? Есть стационарные заводы, которые варят взрывчатое вещество, которая последовательно заряжается в скважину, ну и потом производится уже взрыв для того, чтобы разрушить горный массив. Для этого делают буровые установки. Причем первый опытный образец был в конце 2022 года, а теперь готовы выпускать по 80 штук. Делают спецмашины, которые работают на поверхности и под землей. Эта машина заряжает взрывчатку в породу, и она российского производства. Получается, что наш производитель в сотрудничестве с компанией нарабатывает бесценный опыт. Корректно называть эту машину таким, мини-заводом? Да, это мини-завод по производству взрывчатого вещества. Машина в емкостях перевозит составляющие для взрывчатого вещества, и непосредственно смешение происходит уже во время зарядки скважины. Еще года 4 назад спрос на подобную российскую продукцию был в районе 0. Сейчас в прогнозе ежегодный рост до 100 единиц. Подписано соглашение с Минпромторгом о реализации проекта, именно связанной с подземной техникой. И выделяется, соответственно, объем денежных средств, насколько я помню, больше 170 миллионов. Есть и экспорт. Африка, Ближний Восток. Кроме этого, конечно, мы уже говорили о экспорте. Безусловно, это нашими потребителями являются это и компании, горнодобывающие в Казахстане, и в Узбекистане, и в Армении в том числе. То есть это страны СНГ, я бы сказал, все. В том числе Монголия. Чтобы производить больше, строят новые цеха. Идет модернизация, в которую вложили около 1 миллиарда рублей. Заменили 80% станков. Также участвуем в программах, связанных которые реализуются совместно с Минпромторгом. Также Минэконом, соответственно, мы с ними взаимодействуем. Это в части экспорта именно.
Ну и российский экспортный центр, конечно, тоже нам помогает. И вот сейчас мы видим задачей государства в целом и министерства в частности обеспечить выход нашей продукции на рынки, где мы еще вообще не были представлены, либо на рынки, которые труднодоступны с логистической точки зрения. Мы всегда успешно предоставляли логистическую субсидию нашим экспортерам. Она такая, вы знаете, самая популярная, востребованная среди наших предприятий, но пришло время ее таргетировать. И сейчас мы определили те отрасли, которые больше всего нуждаются в средствах, поскольку сейчас уже спрос на эту меру поддержки кратно превышает возможности наши по предоставлению этой меры поддержки. Конечно, сложно строить планы, в том числе и экспортные, не утоляя кадровый голод. Он у большинства предприятий. Например, этот завод, помимо обучения, готов помочь с жильем. На время решения его личных вопросов, так скажем, связанных именно с приобретением, покупкой жилья. Также у нас есть отдельная программа «Квартира». Эта квартира предоставляется сотруднику, да, то есть, но не каждому, да, а тот, который соответствует определенным критериям, требованиям и так далее. И который является там, для компании весомым, существенным, важным. И, соответственно, эта квартира передается человеку, и далее он ее получает бесплатно, через определенный промежуток времени. Мы видим приток миграционного населения, я имею в виду с других регионов нашей страны. Сегодня город Екатеринбург постоянно принимает наших граждан России из других регионов. И, безусловно, сегодня уровень заработных плат дает возможность нам привлекать сюда людей. Но самое главное, их здесь оставить для того, чтобы здесь было комфортно жить, воспитывать детей, получать образование, получать культурные блага. И, по сути, по своей работе над кадровым обеспечением это такая всеобъемлющая работа, которая затрагивает все отрасли, все сферы жизни и все направления работы, которым занимается правительство Свердловской области. Далее отправимся в Калининградскую область, которая тоже готова привлекать квалифицированные кадры для развития производств, в том числе в области добычи полезных ископаемых. Этот завод в Калининградской области, который не останавливает работу в любую погоду, вошел в Книгу рекордов России за самую тяжелую отгруженную конструкцию с причала 14 тысяч тонн. Это Варандей. Ледостойкий тоже причал, который отгружает нефть на танкеры в Арктике. Здесь делают и модули заводов СПГ. И список на самом деле очень длинный. Сейчас мы расскажем обо всем подробнее. За 30 лет работы у завода серьезный послужной список. Помимо терминала Варандей для отгрузки нефти в суровой Арктике, например, построили ледостойкую платформу Д-6, которая добывает черное золото на шельфе Балтики. Также завод участвовал в каспийских проектах. А вот из свежего. Это проект «Лукойла», строительство платформ для месторождения Д-33. Уже построили опорный блок, отправили в море. Это самый большой по размеру опорный блок, построенный когда-либо в России вообще в принципе. Он 80 метров в высоту, 56 на 56 метров, ну то есть это больше, чем самый большой наш цех. Был отгружен гидравлическими тележками в море, сейчас установлен уже в море. Сзади видим это верхнее строение. В этом году верхнее строение платформы уже должны передать заказчику. Второй проект – это освоение месторождения Кабеломысское море. Мы участвуем в этом проекте с «Газпромом». «Газпром» шельф-проект у нас заказчик. Мы делаем жилой модуль под ключ, вертолетную площадку, укрытие спасательных средств и делаем 1/3 часть от опорного основания. Опорное основание само по себе огромное, больше 22 тысяч тонн. Кстати, есть опыт в постройке не только полезных конструкций для добычи. Отгрузочный терминал для химических удобрений в Усть-Луге тоже наша работа. Много. Оболочки большого диаметра здесь для нашего регистрационного терминала в Калининграде. Перечислять пальцев на руке не хватит реально. В
портфолио – мост, корпуса яхт. Сейчас ведем переговоры по малым рыболовным траулерам, тоже чтобы изготавливать, вернуться, скажем так, в это, потому что сфера очень интересная, развивающаяся в России. Похоже, что не хватает судов и похоже, что не хватает заводов, которые могут это строить. Мы уверены, что это здесь тоже одно из наших направлений деятельности. В целом завод заточен на уникальные проекты. Конструкции, модуль весом до 12 тысяч тонн. То есть такого на Балтике нету точно нигде. То есть у вас заказы на годы вперед, получается, есть? У нас есть сейчас портфель заказов до 26 года. В общем, работа у вас идет в любую погоду, да, и в дождь, и в снег, не останавливается и днем, и ночью. Днем и ночью, 7 дней в неделю, выходных нет. Работа есть, все счастливы, рады. Но опять же, люди нужны. Отчасти кадровый вопрос решает автоматизация. Отчасти. Мы тесно сейчас работаем с колледжами, которые готовят рабочие специальности. Мы их очень сильно ждем, зовем. И на практику мы платим им не как нормальным работникам. Безусловно, здесь огромная роль в поддержке со стороны государства. В Калининградской области, например, есть компенсация части расходов на переезд специалиста. До 2028 года наша потребность составит 25 тысяч человек. Почему он так формируется? Потому что Калининградская область – это сегодня один из инвестиционно привлекательных регионов, и мы сформировали портфель достаточно большой, несколько сотен проектов инвестиционных, поэтому мы вместе с инвесторами садимся за один стол, обсуждаем, какие нужны программы, какие нужны поддержки семьям, потому что понятно, что мы за счет своих ресурсов не сможем полностью обеспечить эту потребность, поэтому привлекаем в том числе и кадры из других регионов России. Задача амбициозная, но вместе с инвесторами мы с ней справимся. С запада России на восток. Хабаровский край тоже активно развивает инвестпроекты, в том числе связанные с добычей и транспортировкой полезных ископаемых. Так выглядит компрессор, точнее его часть. Детище Хабаровского завода трудится на десятках предприятий, причем не только в России, но и за рубежом. Что же именно делает такое довольно сложное оборудование и как его вообще производят, мы сейчас и покажем. Предприятие существует давно, это был авторемонтный завод еще с 30-х годов, но потом время изменилось. Вы, наверное, помните, такая программа Уренгой, Помара, Ужгород, строительство газопроводов. Ну и нашей задачей было, то есть вот эти новые цеха, которые построены, это под тот проект Уренгой, Помара, Ужгород. Мы делали газовые турбины приводные и делали газоперекачивающее оборудование. За последнее время освоили новую продукцию – компрессорное оборудование. Вот эта машина, она не случайно такого цвета, потому что она перекачивает коксовый газ. Он ядовитый, он взрывопожароопасный. И это не какие-то копии зарубежных машин. Свое КБ проектирует оборудование, которого в России раньше не выпускали, готовые трудиться в невыносимых условиях. Есть, например, нагнетатели воздуха, которые работают в производстве алюминия. Есть такие, там, к сожалению, тоже очень плохой газ, который... Машина работает у них от 60 до 90 часов. После этого ставится в ремонт. Мы им поставляем запчасти. По словам руководства завода, некоторую технику зарубежные конкуренты даже пытаются скопировать. Есть импортные образцы, у нас КПД даже выше. За счет того самого осерадиального колеса, которое мы делаем на пятикоординатном оборудовании. Что касается оборудования, по возможности предпочтение российским станкам. Вот там стоит станок, два рядом стоит,
Один старый наш, а другой мы купили у нашей российской компании, которая занимается модернизацией старого нашего российского. Он суперсовременный, он с ЧПУ, на него легче найти работников. Понимаете? Сейчас трудно найти человека, который бы стоял у станка, крутил рукоятки и все. А станки с ЧПУ нам приходят ребята из институтов, из техникумов. И приходят и во время даже, например, своей производственной практики с удовольствием приходят и работают у нас. И в помощь модернизации поддержка от государства. Фондом развития промышленности он нам постоянно помогает. Я несколько раз уже подписывал с ними контракты. Очень удобно. Под небольшой процент они дают прямо сразу деньги. Также поддержка – хартия промышленного перевооружения Хабаровского края. Она как раз про тесную кооперацию предприятий, которую помогают налаживать власти региона. То есть это предполагает замены оборудования и замены закупочной деятельности, в том числе и частных предприятий, импортной продукции на нашу отечественную. Например, на территории нашей страны это и Норникель, это и большое количество фармацевтических предприятий. И все это заказывается здесь. И на этих высокоточных станках все это производится. Предприятие участвует в федеральной целевой программе замены станкостроения на отечественную продукцию. Ну и, соответственно, мы с вами тоже сегодня, даже подойдя к этому столу, можем увидеть большое количество деталей, которые каждый промышленник для своего производства выпускает. В целом, хабаровские компрессоры работают на многих производствах по всей нашей необъятной. Есть заказы уже на следующий год, и в планах у завода расширить производство. Ремонтируют цеха, закупают оборудование и набирают людей. Для подготовки кадров сотрудничают с институтом и техникумами. А экспорт есть у вас? Экспорт есть. У нас экспорт есть. Наш любимый традиционный экспорт – это в Индию. У нас есть контракты с Ираном, у нас есть контракты с Грузией, у нас есть контракты со всей нашей среднеазиатскими странами, республиками. Есть контракты с Белоруссией, мы довольно плотно с ними работаем. Мы абсолютно уверены, что по итогам года у нас будет снова рекорд. И все это происходит на фоне санкций, на фоне заявлений о ограничении российского экспорта. Но количество компаний, количество экспортеров у нас стабильно растет. Количество экспортеров, которым мы оказываем поддержку, у нас растет. Объемы экспорта, которые мы поддерживаем из года в год, у нас растет. Поэтому слухи о смерти российского экспорта оказались очень сильно преувеличены. О поддержке и кооперации предприятий ради общего дела производства нужных для страны вещей пойдет речь и дальше. Отправимся в Волгоградскую область. Первые в мире 5D-принтеры были воспроизведены в Волгоградской области, на территории города-героя Волгоград. Сейчас мы запустили в тираж серийное производство 5D-принтеры, мы их называем, это 5-координатные 3D-принтеры, которые позволяют печатать детали в 4 раза прочнее, чем классический 3D-принтер. В обычном 3D-принтере, который печатает слоями, нужна поддержка, ведь деталь не висит в воздухе, а потому ее приходится потом серьезно обрабатывать. Здесь же продукт можно во время печати поворачивать. 5 координат, 5 направлений в момент печати, то есть деталь выращивается с центра, а не послойно, как на обычном 3D-принтере. У объемной печати несколько преимуществ. Постобработка минимальна, на 60% меньше уходит сырья, плюс деталь получается намного прочнее. То есть даже взять эту простую мембрану, она напечатана, то есть со старой закладной, то есть она, как правило, не изнашивается. Мы ее изъяли от металла, оторвали, установили в принтер, и принтер восстанавливает мембрану рабочую. Далее мы ее ставим в насос, и она работает. То есть в условиях, когда недружественный Запад пытается ограничить поставки и сервис своего оборудования, волгоградский принтер печатает для него нужные запчасти. Одна компания, не буду называть ее название,
обратилась к нам за печатью двух элементарных деталей, но достаточно сложные. Я имею в виду пластиковые, но они достаточно сложной формы. Из-за отсутствия этих двух деталей встала линия производственная, полностью встала. 150 миллионов возможных убытков. Мы обеспечили старт производства. Мало того, детали получаются еще и дешевле аналогов. Пластик российский. Так что спрос серьезный от энергетики и медицины до сферы добычи полезных ископаемых и авиапрома. Если мы говорим там про другие какие-то направления, в том числе про беспилотие, то здесь огромное количество университетов сейчас работают в этом направлении. И поэтому используют это оборудование как новая технологическая возможность для использования облегченных деталей, которые армированы непрерывным углеволокном. Сейчас задача – заменять на свои оставшиеся в принтере импортные детали. Принтер печатает сам себя отчасти. То есть вот процентов, наверное, где-то 15-20 деталей от всего корпуса он напечатал сам для себя самостоятельно. Нужно обучать молодежь работе на таком оборудовании и, конечно, масштабировать производство и использование технологии. Чтобы детали в один момент времени могли быть воспроизведены на всей территории планеты, на нашем оборудовании. Это очень существенный рост. На самом деле общемировая практика не видит в последние 2 года подобного роста. Это говорит о том, что мы все больше и больше новых продуктов производим, интенсивность производства растет, эффективность производства растет. Это и косвенно подтверждается тем, что основная часть работоспособного населения задействована на промышленных предприятиях, предприятиях торговли, в сельскохозяйственном секторе и иных отраслях экономики. Так что нашим компаниям есть что предложить и своим, и зарубежным потребителям, которые заинтересованы в развитии дружественного сотрудничества.